is no river in the world like it. The genetics here, man. Definitely want to come back to Zupana every year if I can, and I want to bring people here to experience what you people have got. It is a very, very special place. Man, I hope to return back to the Jupanova every year until I die, as often as I can. You know, when I go to sleep at night, I dream of this place. Yeah, it's what fishermen's dreams are made of. The Jupanova, man. Very special. Many times this week, I cried because I miss this place so much, and it has to be protected, you know? You gotta protect places that are special like this. Мы с вами находимся на реке Жупанова. Берет начало, это река с юго-западного склона сопки Унана. Это давно уже потухший вулкан, около 300 тысяч лет назад он еще действовал, но когда было последнее извержение, неизвестно. На этельменском языке раньше эту реку называли Шопхат или Жупхот. В 1726 году она была нанесена на карту Камчатки и называлась она Чупанова. И впоследствии, может быть, как-то для слуха приятнее, Жупанова она стала. И, конечно же, находится недалеко вулкан Жупановский, вулкан действующий. Находится он на территории Налычевского природного парка. Очень безумно интересный вулкан. Он состоит из 3 слившихся конусов. Здесь микиджа популяция самого крупного размера. И размера, и массы. Почему здесь такие большие рыбы? Потому что здесь, наверное, хорошая кормовая база, у них достаточно нерестилищ и условия. На сплаве были у нас под 6 килограммов было, 34 дюйма, 88 сантиметров такая рыба. Ты познакомишься с камчатским бурым медведем, по латыни Ursus arctos piscator, что означает медведь-рыбак. А медведь-рыбак и не дурак, он знает, где ему жить и знает, где рыбу добывать. Медведя здесь огромное количество. Здесь чуть выше по течению находятся ягодники. Сейчас у него самый главный период жизни, нажировочный период, когда он вроде уже рыбы поел, весь набрал, ему жир нужно набрать. А жир он набирает, употребляя в пищу шишки кедрового сланника и ягоду ест. Надо обходить. Вывалился здесь медведь, смотри. Территорию наметил свою, катался здесь, такую поляну тоже себе сделал. Метит он территорию, об деревья тереться ему здесь негде, поэтому лежанки делает. Говорит о том, что нужно уходить отсюда, здесь его место. Здесь на реке безумно красиво. Тут же при вас происходят какие-то вулканические события. Тут можно посмотреть на вулкан Карымский, который постоянно фумаролит. Здесь можно посмотреть на действующий вулкан Жупановский. То есть не только порыбачить славно, добыть эту трофейную рыбу, а также и посмотреть на вулканогенный ландшафт, на кристально чистую воду, на нерест лосося
на вот этот его жизненный цикл, как он начинает, заходит серебристый, как он заканчивает свою жизнь, когда он уже все силы отдал на нерест. Здесь можно посмотреть все эти процессы, это безумно интересно. Там вот выход, вот протока, где выходит, вот туда, в ямку. Ну вот начать надо вот отсюда и выход протока. Микижа. Такая, ух ты! Класс, класс. Жупанова от всех остальных речек, где я работал, отличается своей недоступностью. Просто так сюда не приедешь. Поэтому я считаю, что эту речку, именно этот фактор, до сих пор сохраняет в таком состоянии, что сюда очень сложно добраться только вертолетом, абсолютно. На многих реках, где я работал, я не видел столько микижи, которая вырастает до больших размеров, да, в дикой природе. Стало интересно, сколько она растет, сколько живет, где кормится, чем кормится. Ну, на протяжении нескольких лет прям узнавал для себя, какие-то новые открытия делал. И сама река, наверное, Жупанова — это просто жизнь. Подарок. Это вот большая, которая здесь живет. Вот она какая Вот она! красотка, ребята, вы посмотрите. А я говорю, что все получается. Я говорю, чайникам везет и новичкам. 74 сантиметра, 29 дюймов. Этот трофей хороший считается. Очень достойная рыба. Вообще Жупанова — это, конечно, огромная протяженная река, более 240 километров в длину. А наш участок — это 120 километров, и в том числе это участок по левой Жупанова. Совершенно разные по восприятию локации. Нижнее течение Жупанова — это все-таки такая прибрежная зона, да, это тундра, большие скопления кунжи, это большие скопления микижи, там огромное количество лосося всегда нагуливается. Среднее течение — наши основные базы Кедровая и Дзинзур. Немного другие пейзажи, уже с вулканическими постройками в кадре всегда. И левая Жупанова — это верховье реки. Наверное, самый фантастический участок для нас. В этом году мы восстановили сеть сплавных лагерей по левой Жупанова, чтобы возобновить 7-дневные сплавные программы. Но этот участок мы сохраняем только для тех, кто ловит исключительно по принципу «поймал, отпустил», потому что левая Жупанова славится как раз огромной насыщенностью, да, очень большой концентрацией микижи на этом участке. Вы знаете, что Жупанова много лет была популярна в основном у иностранных туристов. Жупанова — изолированная река, там минимальная антропогенная нагрузка на речку. Добраться туда можно только вертолетом. В этом году мы приняли группу из ЮАР и сами наконец вспомнили, да, те эмоции, которые у людей рождаются, когда они вот эту Rainbow Trout ловят, огромную, фантастическую, красивую, измеряют аккуратненько линейкой, аккуратненько выпускают в воду. Очень хочется, чтобы у всех со временем появилось точно такое же отношение и к ресурсу в целом, ну и, конечно, в нашем случае к микиже. Oh my God. Giants, dude. Let's drink to the team. Happy birthday. First time I came to the Jupanova was 2017. I worked here with through the Fly Shop
with Purga Salmonica for 2017, 2018, 2019. And this is my first time to be back here in 5 years. And man, I miss this place. I miss it every day. What a special river, man. There is no river in the world like it. The genetics here, man. This river and these fish are so special. Never seen anything like it. Fish here are very territorial. You know, a certain fish might live on the same rock, the same hole for years, many years, year after year after year. You get to know specific fish that will live in a specific place their whole lives. I miss this river, but I really missed working with my team here. If there's a better trout fishery in the world, I don't know about it. I would love to know this might be one of the greatest trout rivers in the world. I came to work here on the Zhupanova float. I've never been downriver past this, only on the float. And on the float, you know, about 47, 48 miles of water to cover. It's a lot of water, but the river, the physiology of the river changes so much every day of the float. It's almost like you're fishing a different river every day because the river changes so much throughout the float. You know, day one, small river, lots of braids, and but seeing how the river grows and changes throughout the float trip is one of the really cool special parts about the float. You watch the river really change in structure, you know, from going to small to wide, shallow. You watch the whole bottom change, you know, into a much bigger river by the time you get to the takeout here. But I love the float because you really get to see how the river changes and develops. I believe the river is extremely healthy right now. I've never seen so many small fish this year. In the past, you know, people were always like, where are the small fish? Only big fish. But it's really good to see this year that many more small fish in the system, and you know, the future is bright. We come to Zhupanova. It's my third time coming here to the Zhupanova River, and yeah, it's a very special place. You come here for very big rainbows, and mousing here is what I like to come here and do. The mouse fishing to me is something you can't get anywhere else in the world. So to watch big 30-inch rainbows coming up and eating a mouse on the surface is very special. The Zhupanova River I've visited 3 times now, and every year has been a bit different. But yeah, the river's a very healthy system. It's an amazing system to see all the life, the fish coming up, the salmon coming up, spawning. But obviously the rainbows is what we like to come catch. Over the last 2 years, we haven't seen as many kunja around, but the rainbows seem to get bigger and bigger. So I think it's a very healthy system. Про реку Зhupanova я слышал очень много историй о том, что здесь водится та самая крупная микижа на Камчатке, и у тебя есть шанс поймать эту рыбу. У меня сложился определенный стереотип по тем данным, по той информации, которую я получал от своих друзей, товарищей, которые здесь были неоднократно. И когда я ехал, я примерно был готов к определенной рыбалке. У меня
в голове было понимание, какая река, какие снасти использовать, какие мухи я буду использовать для ловли микижи, но конкретной информации о том, как стоит рыба, где она стоит, что она предпочитает, какие предпочтения у нее в течение дня, как они меняются, этих данных у меня не было. Верхняя база на реке Жупанова называется Кедровая. Здесь река не очень широкая и ловить комфортно как свечом, двуручным удилищем, так есть места и для ловли одноручником. Река вот типичная, та, в которых я ловил микижу. Небольшие пространства, ловля точечная, ловишь в канавах, в каких-то таких омутах, соединении течений, переходах в яму. В принципе, все читаемо. Средний лагерь Дзензур располагается ниже по течению. Там характер реки другой. Он отличается от участка реки, где находится база Кедрова. И там уже ловить, конечно, лучше свечами, либо двуручными удилищами. Потому что для одноручников мест не так много, глубокие ямы, приходится ловить где-то там под берегом, и нужно быть к этому готовым. Самая основная задача, которая у меня стоит вот в этой поездке, это поймать микижу, и побить тот рекорд, который у меня еще держится. Я на одной из рек Камчатки поймал самую крупную микижу, это 63 сантиметра. Рекорд этот свой я не побил. Тут обитают рыбы больше 70 сантиметров, и, конечно, хочется уйти за отсечку 70 сантиметров, если повезет поймать рыбу, конечно же, и крупнее. Готов? Пойду потихонечку на тебя, на тебя, на тебя, на тебя. Ну, Виталий Иванович. Есть! Есть! Это она. Это Слушай, 70 нормально. с лишним. О, ёлы-палы. Ребята, Обалдеть! Слушай, ничего себе. Это самка, тем более. Смотри, морда какая круглая. Обалдеть. Вот это да. 72. 72. И у нас 28, с копейкой. Почти 28 с половиной. я вас поздравляю. Ну, это прям, это Знаешь, что прикол? деваха. Вот Чё? здесь вот Ага. за мухой вышла тоже такая развернуть. Вот прямо тут. Это моя рекордная микижа, 72 сантиметра, 4 килограмма. Рыба не толстая. Длинненькая и превосходной комплекции. Просто вот смотришь, она по длине как стилхэт, но настолько широкая, массивная рыба, вся конопатая, безумно красивая. И видно, что это уже такая жизнью потертая рыба, бывалая рыба, которая живет очень долго в реке. Смотрю на нее и восхищаюсь, потому что это моя рекордная микижа, о которой я мечтал, чтобы поймать именно дикую микижу, не стилхеда, а микижу, больше 70 сантиметров. Я в этой поездке уже добился того, что я хотел поставить себе отметку 70 плюс сантиметров микижу. Но если поймаю 75 плюс, то это вообще будет круто. Это уже не детский садик, это что-то уже такое серьезное. Красавец! 67 сантиметров, самец, очень красивый, 3400, плавники все целые, не порезанные, и губы целые. Видать, он не попадался еще. Дожил до такого размера. Красавец. Очень красивая рыба. Очень круто. Как бы завершение дня, уже вечер. И такая рыба — это очень крутая поимка. Серьезный трофей. Сегодня у нас их два. Одного поймал Дмитрий. Крутой день, крутая погода, крутая река. Что вводится в этой реке? Понятно, все тихоокеанские лососи. Чевыча сюда заходит, киты очень много до сих пор. Сейчас сентябрь, а киты до сих пор очень много, она постоянно попадается.
Кижуча очень много. Попадается прям совсем серебристый, попадается уже такой не стального цвета, такого бронзового. Начинает желтеть брюхо. Ну и самое интересное, конечно, метка этой реки – это Микижа. Микижа и Кунжа. Кунжа тоже здесь достаточно крупная. А вообще как бы жемчужина этой реки Жупанова – это Микижа. Она здесь вырастает очень больших размеров. Это популяция одна из самых больших в мире и естественных дикой Микижи. То есть в естественных природных условиях есть, видать, у нее достаточно корма, она вырастает здесь 80 плюс, и даже есть какие-то истории, я не видел, но рассказывают, что 90 плюс есть рыбу ловили. И при нас были ребята, которые поймали рыбу 88 сантиметров. То есть это очень достойный экземпляр, я таких больше нигде не встречал и даже не понимаю, где они могут быть. Ну, то есть это единственная река, наверное, где такие экземпляры можно поймать. Obviously fished it a couple of times, and this was a very special trip, catching a 34-inch rainbow. I watched the fish come up the bank and eat my streamer at my feet, and it was right there, right in front of me, and it was so spectacular. The water's so clean, you can see everything, and you have really big fish, a really big fish. And that's my biggest rainbow ever, 34-inch, and I think it weighed 5.6 kilos, so 12.3 pounds. A very big river fish, so it's my biggest fish ever, biggest rainbow ever. Definitely want to come back to Zapona every year if I can, and I want to bring people here to experience what you people have got. It is a very, very special place. So yeah, definitely coming back, and every year if I can. Ну и, конечно же, север самый уникальный, да, на Камчатке, Кранотский государственный биосферный заповедник, долина гейзеров, вулкан Музон с фантастической кальдерой. Вся вот эта вот территория огромная, да, вулканизма в том районе. Мы очень часто совмещаем как раз вертолетные программы на Жупаново с туристическими, с экскурсионными поездками как раз в заповедник. В этом году наши гости, которые как раз были на рыбалке на Жупаново, полетели на северную группу вулканов. Это довольно далеко, но прилетали как раз в Кранотский заповедник и стали первыми на Камчатке и в истории вообще мира свидетелями извержения вулкана Крушенинникова, который проснулся впервые за 500 лет. Им удалось увидеть вот самые первые моменты извержения, ну и уже от нас пошло видео как раз науки. Очень много действительно фантастических, природных, уникальных явлений в том районе, которые наши туристы с удовольствием смотрят, потому что рыбалка рыбалкой, но когда ты приезжаешь на неделю на рыбалку, тебе все равно, наверное, как каких-то еще эмоций, впечатлений нужно получить. Уже мы сделали такую вертолетную экскурсию вокруг вулканов. Зрелище, конечно же, непередаваемое. Увидели действующий вулкан, который 500 лет спал, и вот в этом году было землетрясение, все знают, да, там мирового масштаба. Еще лава дымит, красная, ну, очень круто. И видно следы лавы, свежей лавы, которые спускались по вулкану. Зрелище нереальной красоты. Ну и сейчас мы проведем здесь некоторое время в долине гейзеров. У нас есть разрешение на аэросъемку, и я думаю, мы все эти красоты обязательно же покажем. И, конечно же, в этом каньоне находятся все виды гидротермальной активности. Это, конечно же, гейзеры, это пульсирующие источники, это газопаровые струи, это водные котлы, это грязевые котлы. То есть все, что вообще существует в мире гидротермального, находится именно здесь, в нашей миниатюрной долине гейзеров. Вообще Жупаново всегда развивали энтузиасты, но в 20-х годах у реки был действительно сложный период. Там не было рыболовного участка на реке, ну, собственно, она стала там доступна для широкой массы людей, и близость как раз заповедника стала большой проблемой для этой речки. Антропогенная нагрузка такая варварская на реку усилилась, но в конце 2022 года наша компания стала пользователем 120-километрового участка на этой реке, и мы начали более-менее приводить в порядок отношения со всеми партнерами, регулировать нахождение на реке, ну и как раз внедрять программы по сохранению биоразнообразия.
Люди сейчас знают, что у реки есть пользователь, который ответственно относится к ней, который следит за тем, что на реке происходит. На наш взгляд, это самое важное. Учредитель эту позицию поддерживает. Для нас бережное отношение к ресурсу стоит на первом месте. Надо очень бережно относиться к популяции дикой микижи в этой реке. Она уникальна, надо бережно ловить и бережно отпускать. Она будет доставлять рыболовам громадное удовольствие, потому что поимка такой рыбы доставляет массу эмоций. Каждая рыба, ты ее ждешь, она не дается легко. Не дается, потому что среди микижи есть кунжа, голец, кижуч, и ты выборочно подбираешь мухи, чтобы ловить микижу, и охотишься за ней как настоящий охотник. You know, anywhere else in the world, a 30-inch trout is a fish of a lifetime. On the Zhupanova, it's just another day. You know, where you get to see those 30-inch fish almost every day. Somebody in the group is gonna get to see that fish. A 30-inch fish is a fish of a lifetime for anybody, for any trout fisherman. Here on the Zhupanova, man, I think this week we saw maybe four or five 30-plus inch fish. Biggest of the week being a 34-inch fish. 34 inches, just an absolute monster. But these fish, they're so healthy, man. They're such specimens. Every fish is just fat, strong. But you know, a big fish, a truly big fish is anything 28 plus, you know. But you come to the Zhupanova not to catch many fish, but to catch the biggest fish of your life. And I think everybody here caught the biggest fish of their lifetime here this week. Давно занимаюсь развитием туризма. Да? Мы с коллегами делаем консалтинговые проекты в области туризма здесь, на Камчатке, на Дальнем Востоке, в арктической зоне. Но Жупаново — это же для души. Это возможность воплотить все то, о чем ты как и рыбак, и как руководитель мечтаешь. Самое кайфовое — это когда ты просто отклик рыбаков видишь. Вот группа из ЮАР мне в этом году вообще таких эмоций подбросила. Это, конечно, ты понимаешь, зачем ты все это делаешь. Если нам удастся сохранить, приумножить популяцию дикой микижи на Жупаново, для меня, наверное, это будет таким прям чек, да, собственный, внутренний. И я очень хочу, чтобы я, мои друзья, чтобы наши российские рыболовы, чтобы иностранные наши гости приезжали и получали искреннее удовольствие от рыбалки. Это фантастика. Это и пейзажи, это и рыбалка, это и люди удивительные, которые работают в нашей команде. Я уверена, через несколько лет Жупаново станет the best в нахлыстовом российском мире и в иностранном здесь, на Дальнем Востоке. Но это, по крайней мере, наша задача.